Только представьте себе, первый век нашей эры, во времена Иисуса Христа, здесь прятались первые христиане. Уму непостижимо. Я приехал в одну из самых таинственных и загадочных достопримечательностей Пафоса. Царские гробницы. Гробницы многоуровневые. Часть находится сверху, часть находится под землей в виде открытых помещений и в виде закрытых с потолками. Одни из самых древних захоронений в некрополе датируются IV веком до нашей эры. Захоронения проводились вплоть до III века нашей эры, то есть 7 веков. Комплекс большой. По сравнению с обычными кладбищами, он просто здоровый. А здесь даже есть что-то вроде траншеи. Спущусь вниз, проверю, как это выглядит все снизу. Вход на территорию стоит 2,5 евро, и находится он почти в самом центре Пафоса. Если считать центром замок Пафоса, то гробница находится примерно в километре к востоку от Пафоса. Как раз сейчас решил спуститься в одно из помещений. Здесь, конечно, уже нету саркофагов. Все было разграблено. Часть забрали оставшуюся в музее. То есть здесь остались уже только сами гробницы. Ну-ка, быстренько. Здесь стоит ограждение, здесь нельзя ходить. Гробницы выглядят подобным образом. Здесь нельзя снимать, сюда нельзя проходить. Но, тем не менее, я все равно вам покажу. Это небольшие помещения, в которых находятся отверстия, куда как раз и укладывались гробы. Какие-то совсем небольшие, какие-то просто огроменные захоронения. Какие-то ведут еще дальше. Вот как раз подобным образом и выглядит одна из гробниц. Собственно говоря, поэтому они и назывались царские. Вы можете сейчас сами посмотреть и сравнить их с обычными захоронением тех времен, которые делались, вот как здесь большинство показано, просто вырезалось отверстие в скале и туда укладывался сам саркофаг. А здесь же вы можете наблюдать колонны, в некоторых помещениях даже есть фрески. Честно говоря, я еще пока ни одну не нашел, но так говорят. Спускаюсь дальше в другое помещение. Все они пронумерованы. Гробница 3. Я до этого сейчас был в гробнице 4. В царских гробницах, вопреки названию, нет захоронений королей или царей. Некрополь служил местом захоронения царской и местной знати, вельмож, должностных лиц, занимающих высокие посты в управлении Пафосом, и видных деятелей. Многие гробницы, которые расположены под землей, которые имеют потолок, украшают их колонны, которые имеют дорическую форму. В одном из помещений как раз того зала, который вы только что видели, расположена еще одна небольшая комната, в которых есть отверстия в стенах. Один из этих проходов идет глубоко, здесь темно, и сразу видно, что сюда туристы редко не заходят. Также есть небольшие помещения вроде гробницы номер 4, куда можно зайти. Это такие длинные помещения. И здесь в стенах есть еще отверстия, куда как раз и клались саркофаги. Так, аккуратно. Я задрал ISO. Здесь, конечно, уже ни черта не будет видно, но тем не менее, я все-таки решил вам заснять. Здесь находится небольшой алтарь с влажной землей. Только что потрогала, там на самом деле голубь сейчас спит. Какой ужас. Главное, чтобы он не полетел. Прямо в меня. Впервые вижу голубя так близко. Вот он, кстати. Так, он живой. Это хорошо. Зашел в другое помещение, где, кстати, со временем обрушилась в этой стене каменную породу. И здесь, и там еще светит солнце. Янтарного такого оттенка, как раз как в фильме «Мумия». Прикольно. Сейчас полезу туда. Макс, расхититель гробниц. Так, некоторые обрушились. Другие помещения сохранились чуть получше. Честно говоря, фресок я пока не вижу. Все, понял. Здесь, вот вы видите, красная полоса идет. Я сперва думал, это от времени, на самом деле нет, потому что здесь прям видно, как долотом здесь была выбита как раз кромка, что-то в виде арки, которая была перекрашена в красный цвет. К сожалению, сейчас уже непонятно, что здесь осталось, чего нет. Также вот заметил сейчас на другой из частей можно видеть вот
искусственно созданные украшения. Без понятия, как они выглядели, что это на самом деле такое. Похоже на египетские иероглифы вообще, честно говоря. Здесь очень классная кинематографичная стена, из которой торчат сухие растения. Выглядит классно. В гробницах очень жарко и не мудрено, потому что они созданы из известняка и находятся под землей, как раз куда и пробивает солнце. Туда, где кипрское солнце днями, неделями, годами, тысячелетиями нагревает. Поэтому неудивительно, что ты чувствуешь себя как в печке, но зато, когда ты выходишь, так как царские гробницы расположены у побережья, у небольшого обрыва, который как раз расположен рядом с морем, отсюда веет легкий морской бриз, и здесь расположена нереально здоровая пальма. Я, честно говоря, такую еще не видел, хотя на Кипре очень зелено, очень много растительности. На мой взгляд, я вам скажу, что Пафос — это один из самых, если не самый зеленый город на всем Кипре. В основном в Пафосе очень много растет рядом с дорогой банановых плантаций и немного оливы, но оливы здесь растут почти везде. Решил скоротать с вами время в теньке под нереально здоровой пальмой. Я ее обхватил, и у меня еще осталась почти половина. То есть в обхвате, я не знаю, в обхвате она примерно 2-2,5. Во время правления на Кипре римлян в раннехристианскую эпоху царские гробницы служили местом убежища от гонений для первых христиан. Сейчас здесь, в данный момент, прячусь я, но уже не от римлян, а от солнца. Только представьте себе, 1 век нашей эры, во времена Иисуса Христа, здесь прятались первые христиане. Уму непостижимо. В царских гробницах можете закладывать себе минут 40, максимум час, честно говоря. Даже не понимаю, что здесь делать. Час 40 минут будет вполне достаточно. Хоть комплекс и большой, но он не такой здоровый и огроменный, как Саламис. И все-таки это некрополь. Это не бывший город. Здесь нету амфитеатров, нету домов, бани, всего остального. А решил показать вам еще одну гробницу. Здесь одна, чуть дальше расположена вторая. Стоит ограждение, чтобы вы отсюда не спрыгивали вниз, а все-таки спустились цивилизованно, как люди. Потому что везде, где есть туристы, везде есть мусор. Честно говоря, это одна из самых больших проблем. Так халатно относиться к достопримечательностям не слишком эстетично. Так, это большое помещение со сводчатыми потолками. Точнее, с полуразрушенным потолком. Но на некоторых колоннах сделаны насечки, на данной в виде креста. И здесь указана римская цифра 9. Может, их поставили позже. Скорее всего, их поставили намного позже. Еще одно из захоронений. Так как все на Кипре почти изготовлено из известняка, то спустя уже тысячелетия все равно ветер, море, землетрясения, генуэзцы, расхитительные гробницы и все остальное, ну, это, конечно, не может не отразиться на внешнем виде и облике именно самих гробниц и вообще любой достопримечательности. На меня очень пристально смотрит вот данный голубь. Вот очень пристально. Что тебе надо? Что ты? Что такое? Больной ты. Слышите, да? Нынешними смотрителями этих гробниц стали голуби. Так, это большое помещение квадратной формы. Все расхищено нафиг. Здесь земля сырая, это, наверное, скорее всего, отражается уже близость именно к морю. Здесь от времени уже зеленая стена, с противоположной стороны тоже, скорее всего, это от влажности, потому что здесь недалеко находится море. Море так и манит охладиться в нем, искупаться. Она так и зовет. Иди ко мне, окунись в меня, я тебя охлажу. Вижу, некоторые туристы уже не выдержали и все-таки решили окунуться. И правильно сделали. Кстати, очень часто в Пафосе можно заметить танкеры, которые
перевозят морские контейнеры. Море! Ставь лайк, если любишь море. Гробницы на самом деле большие, но в частности в своей в большинстве это небольшие оставшиеся сооружения, валуны, правильнее даже сказать будет. Интересно только громадность захоронений, которые я вам показывал, в которых расположены колонны дорической формы, потолки, фрески, вернее то, что от них осталось. Как утверждают, на потолке одной из гробниц можно увидеть герб династии Птолемеев. Лично я ее не нашел. У меня и не было, собственно, цели искать на улице плюс 35, бегать по этим гробницам, где еще жарче, искать эти гербы. Будьте осторожны, здесь растут колючки и совсем сухой репейник. Ну, то есть, примерно так царские гробницы и выглядят. Небольшие сооружения, часть большая, то, что от них осталось, и лишь немного, то, что вы можете посмотреть, как примерно это выглядело. Я приехал на сафари. Здесь живописно. Сейчас подъедет джип, и мы поедем смотреть на гепардов, зебр и слонов. Шучу, я в пафосе. Это до сих пор археологический парк, а именно царские гробницы. Для всех тех русских туристов, которым не хватает зелени, которые пишут то, что Кипр это не зеленый остров. Уверяю вас, если вам не хватает зелени, приезжайте в Пафос, приезжайте в город Тродос. И вы поймете, что вы ошибаетесь. Важно знать место. Если вы находитесь в Айанапе или в Протарасе, это одно. Да, там не слишком зелено, хотя и то. А если посмотреть парк, если посмотреть береговую линию Айанапы, которую вы видели уже, вы можете заметить, что там большое обилие пальм, растений, травы. И дорога, которая ведет, кстати, из Протараса в Айанапу, тоже зеленая. Просто нужно знать места, нужно выезжать за пределы береговой линии. Посмотрите, сколько кактусов. Лично я не могу приезжать и весь свой отдых проводить на пляже. Для меня лично это кощунство, поэтому я всегда выбираюсь и осматриваю достопримечательности, окружности города. Уезжаю куда-то дальше. Наглядно сейчас можете посмотреть. Царские гробницы находятся на пустынном плато, и тем не менее здесь кругом зелень. Поэтому, если вам ее категорически не хватает, не переживайте. Кипр утолит ваши желания на все 100%, потому что здесь просто нереальный аромат витает в воздухе, где растут деревья. Вот еще, кстати, одно из небольших захоронений. Так. Кстати, многие захоронения уходят вглубь, глубоко. На сколько метров я не скажу вам, я не знаю. Но они все закрыты решетками, как вот это, или можете видеть люк, закрывающий там. Вот здесь уже живописно. Растет зелень, деревья, расположено несколько гробниц. По поводу энергетики места ничего вам не скажу, лично мне здесь комфортно. Кому-то здесь неприятно. И это можно понять, потому что здесь 7 веков хоронили людей, и здесь прятались христианство от гонений римлян. Здесь как раз, наверное, одно из захоронений знатного человека, некогда знатного человека, потому что можно заметить арку, выбитую в скале, и также украшена нижняя часть, куда, наверное, размещались цветы или подаяние еды. Класс! Также, если вы будете на Кипре или уже были, вы наверняка чувствовали этот нереальный запах. Я повторяюсь и говорю о нем уже не в первый раз, потому что я не могу им насытиться, и это реально вкусный аромат, который витает в воздухе как раз от деревьев, от кедров, от пихтовых, от всего. Если вы хотите взять этот запах с собой, даю подсказку, как это можно сделать. Вы можете купить ладан, производимый из кедра, который продается на Кипре. Лично я купил этот ладан, когда был в Киевском монастыре, который произведен именно там, потому что монахи делают не только украшения, не только командарию и ладан, они пишут иконы. Вы можете приехать как раз в тот магазинчик сувенирный и сами все увидите. Ладан будет вам доставлять то же самое удовольствие, как и настоящие деревья, которые растут на Кипре. Поэтому, если вы хотите забрать кусочек Кипра с собой, кроме камешков, вы можете взять с собой ладан. Не знаю, это личное ваше дело. Кстати, посмотрите, здесь маленький котенок. У него здесь где-то мать
с таким же окрасом. Она более дружелюбная, котик боится и правильно делает, потому что от людей можно ожидать всего чего угодно, но ну, разве не мило? Смотрите на них. Эй! Ставь лайк, если любишь животных. Подхожу я к машине, что я вижу? Гляньте, у нас кто тут лежит. Эй! Здоровый. Так, это парень однозначно.